Та-дам! 21 января, друзья. Это значит, сегодня у нас последний, финальный, 21 день нашего марафона. Русский 2021. Если вы были здесь 21 день подряд, поставьте этому видео лайк. Это будет лайк вам и другим студентам, которые прошли этот марафон. И напишите в комментариях «Ура!». Да, напишите в комментариях «Ура!», чтобы я знала, что вы были здесь 21 день подряд. Сегодня, по традиции, мы посмотрим, что мы сделали за эту неделю, а также я расскажу немного о том, когда будут результаты марафона. Поэтому обязательно посмотрите это видео до конца. И у меня будет еще одно задание для вас. Итак, на этой неделе, день номер 15, вы узнали 6 фраз, которые русские говорят все время. Если вы поедете в Россию, я очень рекомендую вам пересмотреть это видео и повторить эти фразы. Я гарантирую вам, что вы их, во-первых, услышите. Ну а если вы будете готовы их использовать, то у вас просто не будет проблем, я надеюсь. Что мы говорим, когда видим женщину с тяжелой сумкой? Что мы говорим, когда мы хотим выйти из вагона метро, а там очень много людей? Что мы говорим продавцу-консультанту, когда он хочет нам помочь, а мы не хотим ничего покупать? Вы помните все эти фразы? Предлагаю нажать на паузу и подумать, помните вы их или нет. Если нет, может быть, нужно вернуться к этому видео. День 16. Мы разобрались, как использовать вопросы типа «а ты?», «а вы?», «а у тебя?», «а у вас?», «а тебе?», «а вам?», «а тебя?», «а вас?». Надеюсь, что вы помните принцип. И чтобы проверить, помните ли вы принцип, попробуйте привести пример на каждый из этих вопросов. В какой ситуации мы можем их использовать? День номер 17. Фразы типа «ты тоже», «и вы», «тебе тоже», «вам тоже», «и вам» и так далее. Попробуйте вспомнить ситуации, когда мы можем использовать эти фразы. День номер 18 – это скороговорки. Надеюсь, что вам понравились русские скороговорки. День номер 19 и 20 – это были разговорные задания. Вы рассказывали мне о любимом слове и о вашей стране. Если вы еще не сделали какое-то задание, забыли или пропустили, у вас еще есть шанс догнать нас и опубликовать ответы в нашей группе. Сегодня последний день нашего марафона, и у меня последнее задание для вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать лучшее видео из этой серии, лучшее видео марафона. Какое видео, какое задание вам понравилось больше всего? Напишите свои ответы в комментариях или в нашей группе будет голосование сегодня. Мне очень интересно, какое задание вам понравилось больше всего. Также мне интересно, какое задание было самым трудным для вас. Что-то может быть еще непонятно. Результаты вашего голосования я объявлю в нашем итоговом видео. Я решила сделать итоговое видео на следующей неделе, где я объявлю победителей, во-первых, а во-вторых, прокомментирую наиболее сложные моменты марафона, наиболее типичные ошибки, которые многие из вас сделали, когда выполняли задания. Думаю, каждому из вас будет полезно послушать. Поэтому ждите новое видео, ждите результатов марафона. Еще раз, вы все молодцы. Напишите в комментариях «Ура!», если вы были здесь 21 день. А я вас поздравляю и до встречи на следующей неделе в итоговом видео нашего марафона. Пока! Кстати, если вы смотрите этот марафон позже,
Я тоже вижу ваши ответы, я тоже читаю ваши комментарии. Так что, если вы уже здесь, неважно когда, вы тоже молодцы. Я вас тоже поздравляю. И вы, конечно, можете продолжать публиковать свои ответы на задания в нашей группе. Она будет открыта. Поэтому спасибо, что вы были здесь. Пока!